Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас ажурный узор поперечная мережка. Вяжется легко и просто. Для образца я набрала четное количество петель, плюс 2 кромочные. Итак, начинаем. Кромочную берем, не провязывая. 1 лицевая, накид, лицевая. Накид, лицевая. Это у нас раппорт, который повторяется через каждые 2 петли. Накид, лицевая, накид, лицевая. И так провязать до конца ряда. Описание узора, схему, условное обозначение вы можете посмотреть по ссылке. Итак, вяжем до конца ряда. Как мы видим, количество петель удваивается. В конце ряда надо провязать 1 лицевую и кромочную, как всегда изнаночной. Поворачиваем работу. Второй ряд. Все петли надо вязать изнаночными. Получается очень красивый узор, который подойдет для летних кофточек. Мы начнем с простых узоров и будем постепенно усложнять. Будет очень много красивых узоров на канале. Не забудьте подписаться. Итак, доходим до конца второго ряда. Узор с 1 по 6 ряд повторяется. Я покажу вам несколько рядов. А дальше вы уже по схеме сможете связать такой же узор. Доходим до конца ряда. И теперь у нас будет уже 3-й ряд. 3-й ряд. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть надо брать за передние стенки. Мы это уже знаем, как надо делать. 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Все это надо провязать до конца ряда. 2 вместе лицевой. Надо немного ослабить эти петли, чтобы было легче вязать, вытягивать рабочую нить. 2 петли вместе за передние стенки. Вяжем лицевой. Ничего сложного тут нет. Чуть-чуть надо ослабить петли и вытянуть рабочую нить за передние стенки с наклоном вправо лицевой петлей. Количество петель у нас уже вернулось к исходному числу петель. Вяжем 2 вместе за передние стенки лицевой с наклоном вправо. И так далее до конца ряда. В изнаночных рядах тоже вывязываем 2 петли вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Также и в изнаночных. В конце ряда 1 лицевая и кромочная. И так далее. Вот такой красивый узор у нас получается. Поперечная мережка. Не забудьте подписаться. Пока, девочки.